Наступил вечер, уже так стемнело. Я гуляю по каким уже с таким стареньким улочкам. Уже народу поменьше стало. Видно, пик прошел, народ уже пробежал с работы. Ну, работают кафешечки, магазинчики разные. Я сейчас уже возвращаюсь в обратную сторону. Мне очень долго идти придется. Или же можно прокатнуться на каком-то общественном транспорте. Я не знаю, какой автобус меня довезет. Я не знаю название своей остановки. Поэтому я могу проехаться на автобусе. Но это будет, конечно, тот еще эксперимент. Амирани Синема. Я прохожу. Какие-то ресторанчики, магазинчики. Терровайн. Вот. На этой площади я был на противоположной стороне этого перекрестка. О, башня светится сейчас в Тасменде. Ой. Тут такое большое сооружение, вот то, что Синема я прочитал. Амирани Синема. Что здесь еще есть, не знаю. А деревья эти без кожуры, без коры. Очень много здесь таких стоит. И вот эта доставка Глова по всему городу. Не только городу, и в Батуми тоже она работает. Доставка продуктов, ресторанчиков работает. На великах, мотиках и так далее. Вот эти мотики прокатные. Сколько стоит, не знаю, электрические они. Мэ Костава улица. На горе Тасминда горит, подсвечивается башня телевизионная. Еще что-то синенькое вон там. Сам верхняя часть этого фуникулера. И справа, видите, вон желто-синий. Это колесо обозрения. Кстати, очень интересно, когда на горе ты еще катаешься в колесе обозрения. Очень необычно получается, очень высоко. Кажется, сейчас все это как укатится куда-то. И так далее. Я уже проходил здесь, вот по той стороне улицы я шел мимо Спара, и вот в ту сторону я ушел наверх, а сейчас я вернулся вот отсюда. И пойду гулять дальше. Еще мне есть. Кстати, парковка здесь платная, написано 1 час 1 лари и номер парковочного места, парковочной территории. Вышел я на очередной знакомый перекресток. Вон тот Макдональдс с видом на гору, Шатар Руставели, метро Шатар, тоже Руставели, и крепостная стена, мимо которой я ушел. А я пойду опять вот туда дальше гулять. А вон велосипед, который я проходил, он был не по дороге мне. Вот он огромный такой стоит велосипед. Машинки относительно него масенькие-масенькие. Памятник велосипеду там, который едет в две стороны. А я все гуляю. Выгуливаю самого себя. Это Хинкали хаус. Хинкали хаус, который я видел с той стороны дороги. Здесь какие-то танцоры изображены. Не знаю, не имеют отношения к Хинкальной. Вот. Еще раз Макдональдс, который я уже несколько раз упомянул. Наверное, обыкался. Вот. Моя дорога идет в ту сторону по Шатару Руставели. Это Хинкали хаус, 24/7, кстати, написано. Адрес у него Руставели 37. Продолжаем прогулку. Я не знаю, что происходит. Но идет народ с транспарантами, что-то написано. Молчком, ничего не говорят. Рядом идут полиция. Немного человек. Полицейских достаточно много. Вон еще группка сзади отстает. Человек может быть 20-30. Вот. Тихо, спокойно. Прогулка по городу. В сопровождении полиции. Вот эта башня стеклянная. Я даже не знаю, как она называется. Я не видел ее в прошлый раз. Как она
Когда она появилась, я тоже не знаю. Но я сейчас специально по той стороне пойду улицу, потому что по этой я уже прошел. Пройдусь в ту сторону. Кстати, вот да, вот опять это то место, где мы ходили домой. Мы жили вот там, по той дороге, поднимались в гору. Тяжело ходить было, но там была наша квартира, там мы снимали жилье. Хорошая такая комната, чистенькая. Красота. Очередная площадь. Рэдисон здесь отель. Рэдисон Блю. Дорогие отели Рэдисон. Опять вид на город. Видимо, из номеров этого отеля, вот он, башня стоит. Тоже неплохо смотреться. Смотрится город Тбилиси вокруг. Терраса какая-то, ресторан и терраса. Вендис. Что такое Вендис? Не знаю. Опять город красивый. Все, ребята, уже поздняя ночь, не знаю. Лично, конечно, я подустал, но чем-то интересное будет, все равно включу камеру. Ну, я, наверное, уже минимально буду включать, потому что уже, в принципе, я все это показал с другой стороны улицы. Когда я шел в ту сторону, я задался вопросом, что это такое, что это за флаги висят здесь. Правительственное здание. Написано The Biltmore. И туристические автобусы стоят. То есть, получается, это какой-то такой отель. Отелище такой, не маленький. Вот. Ну ладно, хорошо. Пробежал я мимо музея Зурабы Церетели по противоположной стороне. Не знаю, что внутри. Музей закрыт. Вот. Тоже на Шата Руставели находится. Кажется, это музей грузинской, как это, Fine Arts, как это правильно называть. В общем, музей картинной галереи высокого искусства. С орлом таким красивым. Вот эти вот штучки меня еще заинтересовали, вот эти, которые идут здесь вот. Там с того края, кстати, там ресторан, люди, а здесь магазин. Это прямо напротив здания парламента находится. То есть там народ разошелся, никого нету, осталась только полиция. Вот. Я еще зашел в торговый центр. Видел криптомат. Ваши биткоины можно перевести в валюту, там, грузинскую, доллары, вероятно, и он вам выплюнет их наличными. Правда, процент дает высокие, но это возможно. Такие вот автоматы стоят здесь в нескольких местах. Кто-то говорил, тут порядка десятка их стоит под Тбилиси. Классные пробки винные, как будто огромные такие, в окна ресторанчика положили. Руставели бутик отель. Красиво. Эта картина мне понравилась, когда я туда шел. Мимино. Я тебе один умную вещь скажу, только ты не обижайся. Классно, такая большая картинка. Там огромный балкон наверх. Погуляю все вот по этой улице, которая вся в кафешках, сувенирах и так далее. Вот цены тоже на поездки всякие. Прокат машин. Индийский ресторан написано. Фрукты, овощи в том числе. Я пришел опять вот к этой улочке с ресторанами. Здесь началась уже музыка живая. Все светится в огоньках. Народу много сидит, гуляет, кушает. Здесь весело. Мне надо немножко пройти еще в сторону дома. Винная башня, снова человек с кружкой. Эти ряды торговые. Живу я в таком вот горном райончике. Приходится в гору это подниматься. Сейчас вот приходится спускаться. Вот. Каждый день. Сейчас я все уже иду в сторону своего автобуса. Может, так еще глазами поторгую по сторонам и пойду. Я думаю, что
в аэропорт пораньше прибыть, чтобы было время там так сказать, спокойно пройти все эти регистрации и все прочее. Тем более, что я хочу поехать на автобусе, что стоит всего 1 лари. А если поехать на такси, то это стоит 30 лари. В 30 раз дороже. Поэтому сэкономлю денежку. Пойду на автобус. Перехожу по мосту здесь. Интересно, такое здание на той стороне стоит. Не знаю, как назвать его правильно. Очень необычная архитектура. А прохожу я просто гидроэлектростанция прямо в городе находится. Вырабатывает электроэнергию. Большая. Стоит параллельно мосту. Порт Ачала. Написано гидроэлектростанция. Опа, стрелочка аэропорт налево. Ну и пока туда не надо, я пока что еще по городу немножко передвигаюсь. Потом уже пойду. Сейчас зашел в такое место, короче, по улице идет ремонт. Полностью разнесли все проезжую часть, выкопали все трубы, выдрали из земли. Все, машины вот ездят, видно, какие-то местные жители здесь живущие. Возможно, сотрудники этих теплосетей или каких там сетей. Что-то делают, прям целиком улица. Зато в результате я вышел вот к такому памятнику. Здесь стоят 3 великих актера. Фрунзе Мкртчян, Евгений Леонов и Вахтанг Кикабидзе. А также Данелия, который снимал этот фильм «Мимино». Я тебе умную вещь скажу, только ты не обижайся. Класс. А я иду дальше. Куда-то мне идти, честно, я уже не помню. Кажется, сюда вот правее. Кстати, я сейчас нахожусь на станции метро Авлабаре. Вон она видно через площадь от меня. Здесь тоже храм стоит, очень много храмов здесь. Здание такое интересное, длиннющее. Ну и вот эта разрытая улица, которая немножко стопорит движение по этой улице, по этой площади. Гулял я тут, вдоль расковыренной этой дороги и вышел вот на такой вид. Вот там вот стелла стоит, там горит вечный огонь. Я как-то вечером проходил. Классный здесь такой вид. Направо этот старый город, вон он на горе находится. Налево где-то я там вдалеке там где-то жил. Вот. Я пошел дальше к своим делам. Пришлось мне покататься немножко на метро. Мне сказали название станции, попробую сейчас ее вспомнить и проехаться до нее на метро, а потом сесть на автобус, который меня отвезет в аэропорт. Ну, эскалатор такой же. Скорее всего, может быть, делали те же люди. Сейчас посмотрим, какие вагоны. Я зашел на станцию 300 арагвинцев, так, по-моему, называется. Метро очень похоже, такое, ну, может быть, только попроще. На питерское похоже, наверное, метро. Реклама, время прибытия. Сейчас посмотрим, какие вагончики придут. Закрывайте уши. Старые московские вагоны ходят. Какая мне разница по большому счету? Сказали, что до станции Сангори доехать. Я понимаю, вот он этот выход, который идет на сторону аэропорта. Только автобус мы не указаны здесь. Ну, мало ли, может быть, так и должно быть. Ладно. До станции Сангори я проехал, буквально 2 станции. Время 15:52, у меня 2 часа до отправления самолета. Пойду я выйду на улицу. Станция Сангори где-то в районе железнодорожного вокзала. Тут куча этих поездов стоит. Где-то здесь есть десертирский рынок, не знаю где. Вот. А я вышел на остановке сейчас. Я вышел из метро. Пойду ждать свой автобус, где он останавливается, надо тоже определиться.
371 это не мой. У меня будет 337. В принципе, неплохо организовано движение. Вот пишут 337 автобус с самолетиком. Видите, приедет через 15 минут сюда, на эту остановку. Видите, аэропорт, самолет, потом по-грузински самолет. 337 мой автобус придет. Жду. В итоге рассказываю. Садитесь на метро, едете до станции метро Сангорий. Выходите из стеклянных дверей налево и идете по длинному-длинному коридору до конца, которого наверх поднимает 3 эскалатора. После чего поворачиваете направо. Там налево просто некуда поворачивать. Поднимаетесь 3 ступеньки, упираетесь опять в торговые ряды и еще раз поворачиваете направо. И выходите на улицу. Вот в этом месте вы окажетесь. Через дорогу в парк. Садитесь на 337 автобус. Поездка 1 лат. Для поездки нужна, например, метро Money Card. Она выглядит вот так. Ее можно в кассе метро пополнить. 1 лари поездка стоит. 1 лари. В аэропорт автобус ехал от той станции метро. 15 минут. Тут, наверное, снимать нельзя, пойду внутрь. Сижу уже, жду, когда объявят наш выход. Народу должно быть много, хотя я пришел в билет получить свой. Не было вообще никого, я один был. За мной подошли семья, и все, за ними вообще опять тишина. Возможно, вообще полупустой будет самолет, посмотрим. И вокруг аэропорта тоже горы, видите. Самолетов не очень много. Вот Turkish Airlines, а вот здесь Pegasus стоит. Возможно, что вот Pegasus меня и повезет. В таком случае меня Pegasus билет. Это авиакомпания. Так, ну что там, подходит уже моя очередь. Такие вот станции есть здесь для зарядки. Хочешь с проводом, хочешь с розеткой. Очень удобно в самом аэропорту. Ну и дьютики тоже. Дьютики, которые... А я пойду на посадку. Вот уже мало людей, сука, осталось. Кстати, сейчас тут в Стамбуле такие дьютики, цены хорошие. Вот Джеймисон 20,80 всего. Литровый, недорого. Центрами вот этот мы берем. 17, ну так он 16, 17, 18 так и стоит обычно. Это то, что я знаю точно. Хорошее. Что еще из недорогого? Бейлис, вот тут какая-то скидка. 17,60 на Бейлис литровый. От того, что сходу я здесь увидел. Джек Дэниелс 22,80. 20-ка простой, а 22 это с медом. Ну, как-то так. Остальное здесь все, конечно, такой богатый выбор. Я думаю, все специалисты, конечно, здесь порадовались бы. Еще очень сигареты здесь народ с удовольствием скупает. Турецкие граждане. Потому что они в Турции дорогие, по-моему. Вот. Red Label Jack Walker 18,40 стоит. Дешевле, чем даже Беллс, которые по идее ниже классом. А это какой-то гусь, я такого гуся не пробовал. Простого гуся пробовал. А это более такой, какой-то изысканный. Smoky Black. И то простой гусь, смотрите, 12,95, тоже дешево. Получается, простой гусь дешевле стоит, чем Беллс. Это должно быть наоборот. Где-то разница должна быть рублей в 500 в рублях, а сколько это в долларах или что, евро здесь не указано. Я не понимаю. Даже этот стоит дешевле. Гранц. Он тоже, ну, с Фэмусом сравнимый по цене должен быть. Но он стоит дешевле, чем Беллс. Непонятно, но интересно. Балантайз 21,50. Ну, это нормальная цена. На парковке у аэропорта встретил вот такую машину. Крыша панорама. Машина Hyundai AX20. Ну, визуально это прям Kia Venga один в один вообще. Прям вот с этой точки зрения абсолютно совпадает.
Я подозреваю, что решетка чуть другая может у меня стоять. Но все остальное прям очень похоже. Крыша тоже панорамная, как и в нашей Kia Vengo. Салон чуть-чуть другой, сильно другой. Пойду я погуляю. Уже темнеет. Аэропорт Стамбул. Сабиха Gökçen. Вот он. Уже темнеет, уже прохладно на улице становится. Вот. Я пойду в город, схожу. У меня время много. Я пойду что-нибудь съем, потому что в городе всегда дешевле стоит, чем в аэропорту. У меня очень много времени до моего следующего самолета, моей пересадки. Я пошел в город. Я думаю, что если у вас вещи с собой много, и вы вряд ли так соберетесь, а у меня один рюкзак, и я решил с ним прогулять его по Стамбулу. Я пройду здесь недалеко, буквально до ближайших вот каких-то населенных кварталов, а потом вернусь обратно. У меня очень много времени до моего рейса. Зашел я в ближайшую кафешечку, которую смогли мои ноги дойти. Честно говоря, тяжко идти с рюкзачком, с моим нелегким. Покушал супчику с салатиком. 30 лир я за это отдал, здесь 180 рублей. Вот, еще зашел в магазин, купил водички. Водичка дороговато, что-то они просят. За маленькую бутылку 3 лиры. Вот. И сейчас иду обратно в аэропорт. Я в прошлый раз покушал то ли где-то на 70 лир, по-моему. И остался голодным. А сейчас я съел горяченного супа, тарелищу большую. Они принесли целую такую коробишку хлебушка. И салат, тарелку. Такое, знаете, это маринованные овощи. Перчики, там, огурчики, капуста. В Турции любят так мариновать. Все это навернул я, и сейчас очень сытой пойду что-нибудь подремлю где-нибудь в аэропорту. Вот так вот, лишь бы не проспать через свой рейс, поставлю будильник. Все, я вернулся обратно, здесь шумно, много народу, весело. И может быть кому-то и не страшно. Вот, пойду я сейчас в аэропорт, зайду, вот тут между каким 15-16 столбами здесь вход. Пойду посижу здесь много до своего рейса. В аэропорту Стамбула есть 3 магазина спортивных клубов Стамбула. Это вот Фенербахче, майки, кепки. Ценник не знаю какой, ничего не висит здесь из ценников. Вот. Сейчас пройдем дальше. Уже вот 2020 новый сезон. Майки, шорты, в общем, все. Книга про Фенербахче, нарды Фенербахче, четкие и так далее. Дальше, буквально в 3 шагах от них, вон, видите, светится Бешикташ. Бешикташ — это 2-й клуб, тоже столичный. Он футбольный, волейбольный, баскетбольный. Там все виды спорта они принимают участие. Спортивный клуб, как и Бешикташ. А вон там, вон дальше. Там дальше вон желто-оранжево-бордовый. Это Галатасарай. Это 3-й столичный клуб. И вот у них есть такие вот домики в аэропорту Стамбульском, где продается их фирменная символика. Вот они видны тоже майки, вот эти полосатые на бок. Галатасарай. Костюмы и так далее. И никого не притесняют, у всех одинаковые права. Кстати, они там созданы буквально через год рядом друг с другом. А для этого даже для малышей есть. Вообще, как они эти называются?
эти костюмчики для малышей с символикой Галатасарая. Классно. Так, тут народ регистрируется на рейсы. И регистрироваться не надо, я пойду сразу заходить. Аэропорт в Адане небольшой. Вот здесь сейчас я вышел вот с этого терминала, большого здания. Вот здесь второй какой-то терминал есть. Я так понимаю, это все пегасусовские терминалы. Там, когда въезжаешь на территорию, еще есть развилка налево-право. Возможно, что есть терминалы других авиакомпаний. А вот это большие автобусы такие стоят. Хаваш называется. Перевозчик. Их просто Хавашем называют. Которые едут, вот там написано Тарсус, Мерсин. Просто садишься, там цена плюс-минус куда-то изменяется. Ну, в районе 20 лир было. Сейчас может быть другая. Сейчас я еще не отдавал за проезд. Сейчас тогда, как скажут, так отдам. Сейчас жду, когда все придут и поедем. Билет подорожал на Хаваш. До Мерсина стоит 42 лиры. Вот. Сразу спрашивают кимлик. Ну, у кого кимлика нет, там спрашивают наличку. И, в смысле, паспорт. Сплатиться можно наличкой, а можно картой. В итоге мы поехали. Большие автобусы остались стоять. Нам дали маленький микроавтобус Мерседес. Потому что очень мало народу сейчас прилетело. Тихонько сейчас по Адане через Тарсус